В маленьком городке Бриджертон, где каждый знаком с каждым, шериф Том Холлис снова вечереет за своим патрулем. Эти улицы, ранее знакомые и уютные, теперь кажутся ему пустыми и безжизненными. На его плечах тяжесть утрат, которую он не может сбросить. Он потерял свою семью в ужасной аварии несколько лет назад. И это воспоминание преследует его на каждом шагу. Каждый раз, когда он закрывает глаза, он снова видит лица своей жены и дочери, чувствует их тепло и смех, которые когда-то заполняли его дом. Чтобы поддерживать свои мучительные воспоминания на расстоянии, Том предпочитает работать только в ночную смену. Он считает это единственным способом справиться с горем и избежать взаимодействия с людьми, которые могут напомнить ему о его потере. В это время город спит, и он может остаться наедине с собственными мыслями, пока окружающая реальность медленно тускнеет и исчезает в мороке ночи. Однажды, во время очередного обхода, его внимание привлекла маленькая чернокожая девочка, которая тихо направлялась в прачечную на углу улицы. Она шла одна, без сопровождения, и молчаливая печаль на ее лице трогала Тома до глубины души. Девочка выглядела не только одинокой, но и напуганной, словно мир вокруг был слишком тяжелым для ее хрупких плеч. Том не мог понять, что именно в ее взгляде вызывало такую тревогу. Может, это была осторожность, с которой она оглядывала улицы, или невидимая ноша, которую она несет. Он заметил, что она приходит в одно и то же время каждый вечер, оставаясь в прачечной несколько часов, когда большинство людей уже находятся дома, в безопасности и комфорте. Прокручивая это в своей голове, Том начал осознавать, что это необъяснимое влечение к ней вскоре станет для него тайной, которую он должен разгадать. Наблюдая за девочкой на протяжении нескольких ночей подряд, Том не мог избавиться от чувства тревоги, которое росло с каждым разом, когда он видел ее. Ему казалось, что за этой девочкой что-то стоит, что она скрывает какое-то большое беспокойство, которое никак не может выразить словами. Шепот разговоров местных жителей также доносился до него. Кто-то упоминал, что она появилась вновь и вновь, и это подогревало его беспокойство. Кто была эта девочка? Почему она появлялась в прачечной так поздно? Эти мысли забирали его покой, и он решил провести собственное расследование. Ему нужно было узнать правду о маленькой страдающей душе, которая, казалось, была совершенно одна в этом холодном мире. На следующий вечер шериф, наконец, решается подойти к девочке и встретить ее в прачечной. Когда он вошел, он почувствовал атмосферу подавленности и волнения. Имя девочки неведомо ему, однако ее испуганный взгляд придавал ситуации особое значение. Она выглядела напуганной и неуверенной, словно каждый ее шаг был продиктован страхом перед чем-то неизведанным. Попробовав заговорить с ней, он заметил, что она лишь молчаливая смотрит на него, не желая открываться или доверять. В этот момент в прачечную вошла ее мать, Лора.
Женщина, чье поведение сразу же вызвало у Тома настороженность. Она сразу же отстранилась от него и сосредоточилась на своей задаче, что сильно настораживало Тома. Его инстинкты шептали ему, что здесь что-то не так. С тяжелым сердцем он вышел из прачечной, полный вопросов и смятения, и каждый из них подгонял его к действию. У него не было никаких доказательств, лишь чувство тревоги и смутные воспоминания о своей погибшей дочери Эмили. Он старался подавить всплывающие образы, но те каждое утро возвращали к нему голоса семья. Он не знал, что и как делать с этой девочкой и ее матерью, но понимал, что должен следить за Лорой и ее дочерьми, стремясь выяснить истинное положение дел. Зная, что инстинкты не обманывают его, он продолжал наблюдать за ними, ощущая, что любое движение, любой знак мог бы привести его к их секрету. Теперь, по мере того, как он смотрел на Лору, он чувствовал, что за ее жестами нечто большее, чем просто трудности. С каждым вечером его обеспокоенность усиливалась. Он замечал, что вывеска прачечной медленно тускнела, а у людей, кто приходил туда, не было прежней искренней улыбки. Сравнивая поведение Лоры с поведением матерей, которых он знал в городе, он начал сомневаться во многих вещах. Он всерьез начал опасаться, что маленькая девочка может оказаться в опасности. Не зная, как подойти к ситуации и что предпринять, он решил провести собственное расследование, чтобы разобраться в происходящем и выяснить, что стоит за ночными посещениями прачечной. Том вспомнил о смущенной Лоре и ее застенчивости при их последней встрече. Он вспомнил, что у нее были признаки усталости, и это уже вызывало у него звоночки настороженности. Понимая, что дело может быть серьезным, он решил, что должен глубже погрузиться в ситуацию и выяснить, что на самом деле происходит с девочкой и ее матерью. Каждый день колебался над мыслью, что одной из этих ночей он обязательно должен будет действовать и решиться направить свои усилия на выяснение, насколько безопасна жизнь этой маленькой девочки. Тем временем шериф продолжал свое ночное дежурство вокруг дальнего конца города, вновь и вновь наблюдая за прачечной. На следующий возврат он вновь заметил Лору. Она выглядела усталой, а усилия по стирке белья в полночь казались ему всего лишь признаком сильного стресса и недостатка сна. Он понимал, что не может оставить все это без внимания, и его собственная миссия становилась все важнее, чем когда-либо прежде. Даже если его инстинкты ошибались, он понимал, что должен сделать все возможное, чтобы понять, что происходит с девочкой и ее матерью, и как он может помочь им. К этому моменту Том не мог позволить себе оставлять все без внимания. Тайна Лоры стала его личной миссией. Он знал, что каждый день бездействия может подвергнуть девочку риску. Он принял решение выяснить правду ради Лоры и ради своей совести. Каждый миг его пребывания на развилке между действиями и бездействием становился все более острым, и это чувство как нельзя лучше указывало на то, что он должен распутать эту запутанную историю, пока не стало слишком поздно. Очередная встреча с Лорой состоялась в тот же час, в той же прачечной. Она была настороженной, и его присутствие вызывало у нее яркие эмоции. Он попытался успокоить ее,
Но вдруг Лора, вскочив, схватила свой рюкзак и стремительно бросилась к выходу. Завидев его серьезное выражение лица, она едва успела выбежать за дверь, оставив шерифа лишь наблюдающим за ее поведением, о чем он непременно пожалел. Его сердце заколотилось, когда она убегала. Это было очень похоже на дразнящее уловление потерянного доверия. Он бросился за девочкой, но его собственные эмоции мешали ему думать рационально, и это стало началом его очень запутанной погони. С каждой секундой Том ускорял свои шаги, стараясь настичь маленькую девочку, которая, казалось, была на грани паники. Ему удалось догнать ее, пока она не направилась к старому кладбищу. Его сердце колотилось в груди, когда он пробрался через забор и вошел на кладбище, хотя он знал, что темнота и опасности, таящиеся в этом месте, могут быть опасными. Однако он был полон решимости не оставить Лору одну в этом мрачном месте. Внутренний конфликт накалялся, и ощущение необходимости эвакуировать ее из этого места становилось все более важным. Он искал ее среди могил, но усилия оказались тщетными. Тишина кладбища казалась непробиваемой, и он чувствовал панику, охватывающую его. Дескать, она могла оказаться в беде, и он чувствовал себя беспомощным. Его решение удвоить усилия лишь усиливало его панику. Наполненный отчаянием и разочарованием, он вернулся в прачечную, намереваясь снова встретиться с Лорой и гарантировать ей свою помощь. При первой встрече в следующую ночь Том вновь оказался в прачечной. Чувствуя снова настороженность, он подошел к Лоре и с ее испуганного взгляда понял, что ей крайне тяжело. Он аккуратно заговорил с ней, стараясь дать ей понять, что он здесь, чтобы помочь. Но она лишь опустила голову, словно говорила «нет». На этот раз он чувствовал, что они должны открыться друг другу. Находясь под давлением обстоятельств, он сам чувствовал, что должен наконец перейти к разговору и послушать ее историю. Лора, в конце концов, ответила. С грустью в голосе она рассказала ему о том, что ее мать умерла, и теперь она живет одна в этом мире, полном беспокойства и горя. Вся груз ее одиночества упала на Тома, и он, наконец, осознал всю серьезность ситуации, с которой столкнулась эта маленькая девочка. Он почувствовал необходимость сделать что-то, и внутри него родилась глубочайшая эмоциональная связка с Лорой. Он пообещал ей безопасность, защиту и заботу, понимая, что его слова должны были стать для нее лучом надежды. На следующее утро Лора проснулась взволнованной, но с грустью на лице. Как заклинание, она говорила о том, что ей сложно верить в хорошее после всего, что произошло. Он попытался ее успокоить, предложив помощь, поддержку и прояснив, что она не одна. Архитектор этой жизни сегодня был только ей открытым. Вольный человек и охотник за справедливостью, он вновь взялся за свое. Вместе они отправились в полицейский участок, чтобы положить начало новой эре, полной защищенности и мира. Когда они пришли в полицейский участок, Том успокаивал Лору, обещая, что все будет хорошо. Он провел ее через коридоры уверенно и с добрым настроением, а вскоре ввел в свой кабинет. Это место быстро становилось для девочки точкой отсчета. Она медленно начала рассказывать о своей матери, о том, как она заболела и в конце концов ушла навсегда. С каждым ее словом Том осознавал, насколько абсолютно ужасно
и тяжело ее положение. И в его сердце нарастало желание сильно поддержать ее и помочь. Как оказалось, Лора и ее мама столкнулись с множеством трудностей после потери. Они потеряли свою квартиру и были вынуждены жить в приютах, где условия часто были очень тяжелыми и сложными. С каждым ее рассказом Том все больше проявлял свое сочувствие и поддержку, понимая, что это не просто вечерняя встреча, а разговор между судьбами. Он слушал историю Лоры, и они, казалось, становились ближе, каждый в своих переживаниях. В кабинет вошла Моника Доусон из службы защиты детей. Она впечатляла своей добротой и теплом. Лору, словно потянувшись к утешению, начала раскрывать детали своей жизни до приезда в Америку. Этот момент показал, что, невзирая на бремя одиночества, у нее есть внутренние силы, о которых молчала. Это произвело на Тома сильные впечатления. И он понимал, что он только что увидел нечто большее, чем просто беспокойство. Он проникается сочувствием к Лоре и решает помочь ей изо всех сил. На этот раз, обращаясь к Монике, Том предложил ей стать приемным родителем для Лоры, веря в свою возможность создать для девочки просторную и заботливую среду, полную поддерживания. Моника была удивлена, но после недолгих размышлений согласилась начать процесс, понимая сложную ситуацию, в которой оказалась девочка. Вернувшись к Лоре, Том окончательно сформировал свои мысли и предложил ей жить с ним, зная, что это будет началом чего-то нового и светлого в ее жизни. Процесс оформления опекунства вызвал у Тома множество эмоций. Это было трудно, но он знал, что именно это необходимо для Лоры. Они оба выходили за пределы привычного. Лора постепенно начала доверять Тому, а он, в свою очередь, проявлял чуткость и терпение, поддерживая ее на каждом шагу. Вскоре они познакомились с социальным работником Сарой Томпсон, которая стала центром внимания во время их преобразований. Сара приняла их историю с пониманием и помогла создать более безопасную жизнь для Лоры, поддерживая ее на каждом шагу. Теперь, когда Лора начала открываться и доверять Тому, их отношения становились более крепкими. Она делилась своими надеждами на будущее, с каждым словом все больше раскрывала себя, а Том чувствовал радость и гордость за то, что она снова начинает видеть свет. Они понемногу строили дружбу, и это придавало ей силы, необходимый опыт жизни в безопасности и поддержке. Однажды, беседуя об их будущих преобразованиях, Лора сказала о своих планах покрасить свою комнату. Ее глаза светились, и с каждым ее словом Том чувствовал, что его стремление помочь превратилось в лучшую мечту. Он понимал, что эта простая просьба о покраске могла стать первым шагом к восстановлению ее нормальной жизни после всего пережитого. Он чувствовал благодарность за то, что имеет возможность помочь Лоре обрести новый дом, где она сможет мечтать и стремиться к своим целям. Лора неожиданно спросила Тома, хочет ли он, чтобы она осталась с ним навсегда. В этот момент шериф был переполнен эмоциями. Он пообещал любить и защищать ее, осознавая, что не может изменить ее прошлого или заменить маму, но готов вложить все свои силы в ее счастливое будущее. Со временем они начали совместную новую главу в своей жизни. Том осознал, что ему нужно дать Лоре стабильность и любовь, чтобы они могли двигаться вперед вместе. Впереди их ждали трудности, но это была не просто борьба, это была возможность создавать новые воспоминания и совместные моменты радости, обретая надежду и тепло.
Оформление опекунства очищало их сердца. Несмотря на сложности, присутствовавшие на их пути, они чувствовали, что теперь у них есть друг друга в этом мире. Лора постепенно начала открываться и доверять тому, что ее жизнь меняется. Они обсуждали свое общее будущее. Лора искала уверенность и поддержку, и с каждым разговором она все больше понимала, что теперь она не одна. Судья в конечном итоге одобрил усыновление Тома и Лоры, и они стали официальной семьей. Этот момент стал исполнением всех их надежд и мечтаний, трудом, над которым они работали вместе. Лора с большим волнением предложила отпраздновать это событие именно в той прачечной, где все началось. В том самом месте, которое стало свидетелем первого шага к их новой жизни. Во время празднования они вспоминали начало своей истории в прачечной. Том осознал, что это место стало символом их надежды и сил. И оно больше не ассоциировалось с одиночеством или болью. Они решили, что этот вечер будет не только праздновать их новое единство, но и смотанным в сплоченности моментом, который связывал их с людьми, которые когда-то были частью их жизни, в том числе и с Эмили. Постепенно у Тома и Лоры сформировались новые семейные традиции и ритуалы. Одной из них стало субботнее посещение прачечной, что помогало поддерживать у Лоры чувство стабильности и традиции. В такие моменты они делились своими мечтами и опасениями, и Лора спрашивала Тома о том, что бы он делал, если бы не нашел ее. Это были важные моменты, когда они оба осознавали ценность друг друга и силы их связи. История Тома и Лоры, полная трудностей и сложностей, также освещает свет храбрости и преданности. Она показывает, как две одинокие души, несмотря на свои внутренние страхи и сомнения, нашли друг друга и исцелились через любовь и поддержку. Теперь, создавая свою новую семью, они смогли преодолеть все трудности, которые стояли на их пути. Каждый день приносил новую радость и надежду. И они знали, что с силой любви и взаимопонимания они способны преодолеть любые преграды, словно картину, наполненную новыми оттенками жизни и света.